Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю нереально вкусный торт «Карамелька». Торт с очень ярко выраженным карамельным вкусом. И буду готовить его с арахисом сегодня. Здесь у меня 100 грамм сахара и 100 миллилитров молока. Иду сейчас на плиту. Молоко я довела до кипения. Снимаю его сейчас с огня. А сахар у меня продолжает карамелизироваться в кастрюле с толстым дном на умеренном огне. Вот так вот я его немножко передвигаю с краев кастрюли к центру. И сейчас доводим сахар до полного растворения. Сахар должен стать цвета такого янтарного меда. Снимаю с огня, вливаю туда сейчас горячее молоко. Все это перемешиваю. Здесь мы не готовим карамель, мы просто делаем карамелизированный сахар с молоком. Это мы делаем для бисквита. Масса растворилась. Если не растворилась карамель, слегка ее подогреем на медленном огне, чтобы полностью она растворилась в молоке. Но у меня этого не понадобилось, и я сразу же перелила это в емкость, где она у меня будет остывать. На самом деле она у меня светлее. Здесь 3 яйца среднего размера весом по 50 грамм без скорлупы, 8 грамм ванильного сахара, щепотка соли. Сейчас все это начинаем взбивать. Добавляю сейчас туда 50 грамм сахара. И взбиваю все это примерно 3-4 минуты, не дольше. Дольше нет смысла. Вот такая пышная масса у меня получилась. Сейчас добавляю туда всю карамельную массу. Еще раз повторяю, это не карамель, это масса. Она просто у нас сейчас разойдется в тесте. Она у меня теплая, чуть теплее, чем комнатная температура. Это не страшно, главное, чтобы она не была горячей. Это масса. Сразу отвечаю на вопрос, можно ли использовать вареную сгущенку. Можно, но у бисквита не будет, конечно же, такого карамельного вкуса и аромата. Лучше элементарно вот так карамелизировать сахар с молоком. Это делается в течение пары минут. Справится даже новичок. Все это перемешиваем сейчас просто до однородности и вливаем туда 75 грамм растительного масла без запаха. И все это также сейчас перемешиваем. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Добавляю туда 190 грамм муки, 8 грамм разрыхлителя. Все это просеиваю и перемешивать буду опять же просто венчиками, то есть ничего здесь лопаткой я не перемешиваю. Форму я уже заранее подготовила, чтобы разрыхлитель у меня не начал действовать в тесте, и духовка разогрета у меня уже заранее на 175 градусов Цельсия. Вот такое достаточно подвижное тесто должно получиться. Форма у меня здесь разъемная, без дна, я ее застелила фольгой, ничем не смазывала. 20 сантиметров в диаметре у меня форма. Бисквит у нас будет 5 сантиметров в высоту. Выпекался 30 минут. Вот такой он пышный, красивый, без разломов, без особой шапочки он получается. Упругий. Сейчас я ему даю остыть полностью до комнатной температуры и буду сразу его брать в работу. Итак, приготовим карамель, очень быструю. Здесь у меня 100 грамм сахара, 130 миллилитров сливок и 50 грамм сливочного масла. Здесь в горячие сливки я добавила щепотку соли, чтобы соль сразу растворилась у меня в карамели. Сливки довела до кипения, снимаю сейчас с огня. Сахар начинает карамелизироваться уже с краев. Я беру сейчас силиконовой лопаткой, просто его вот так перемещаю к центру. Сразу хочу сказать, я делаю в сковороде, потому что у меня уже большой опыт работы с разными начинками. Если же вы новичок, делайте обязательно только в кастрюле с толстым дном, потому что в сковороде вы можете просто не успеть за этим сахаром. Сахар полностью разошелся у меня. Вливаю туда
все горячие сливки перемешиваю. Карамелизированный сахар, естественно, подостыл. Ставлю сейчас обратно все это на плиту и на очень умеренном огне разогреваю сейчас все это до полного растворения сахара. Масло добавляю на данном этапе и все это активно перемешиваю. И здесь буквально минуту я все это разогреваю, потому что, еще раз повторяю, это сковорода. Здесь надо чувствовать. Все, карамель готова, я ее снимаю. Подробный мастер-класс я вам напишу, оставлю ссылки в описании. Есть у меня очень разные карамель на канале. Вот такая она у меня красивая уже получилась. Она просто у меня там вся пенилась в этой сковороде. Она очень еще горячая. Я ее оставляю остывать до комнатной температуры. Итак, бисквит я сейчас разрезаю на 3 коржа и небольшую шапочку. Бисквит шикарный. Сразу можно брать в работу. Ни в холодильнике он нигде у меня не стоял. Сразу нарезаю. 3 коржа по 1,5 сантиметра в высоту у меня будут. Шапочка у нас будет использована для обсыпки торта. Крем карамельный я готовила в предыдущем видео. Ссылку на то видео я, конечно же, оставлю вам в описании к данному видео. И в описании напишу все ингредиенты, которые использовались именно для крема для этого торта на 20 сантиметров в диаметре. Проходите по ссылке и смотрите. Итак, я начинаю сборку торта. Бисквит я пропитываю просто кипяченой водой, потому что все здесь достаточно сладкое, очень насыщенное во вкусах, поэтому излишняя сладость пропитки здесь уже не нужна. Крем наношу тонким слоем на нижний корж. Крем также выложила в кондитерский мешок, делаю бордюр из крема. Выкладываю в центр сейчас обжаренный подсоленый арахис. Арахиса здесь общая масса на весь торт 150 грамм. Арахис у меня покупной. Сейчас огромное количество производителей, которые делают очень хорошего качества арахис. Можете сами сделать. Карамель выложила половину в кондитерский мешок. Таким образом, чтобы она у нас не растекалась, карамель будет подвижная слегка в торте. Она не засахаривается, не течет. Очень простой рецепт. Вот этого достаточно количества. И тонким слоем крема накрываю карамельную прослоечку. Выкладываю следующий бисквит. Также его пропитываю и делаю все то же самое. Выложила также уже арахис, карамель, бордюр, все. И третьим коржом, который был у нас дном при выпекании, я завершаю сборку торта. Также его обязательно пропитываю. Остатками крема слегка выравниваю тортик. Шапочку от бисквита я измельчила. Ее как раз нам будет достаточно для посыпки торта. Торт очень несложный, в принципе, в приготовлении, но очень необыкновенно просто вкусный. Торт готовится из самых простых продуктов, простой в приготовлении. И получается просто необыкновенно вкусным. Вот такой он мягкий. Я его ставила на 3 часа в холодильник. Можете поставить на ночь. Он получается очень вкусным. Карамель, еще раз говорю, слегка подвижная в торте. Ее количество здесь рассчитано идеально, чтобы она не вытекала, но и в то же время она не прилипает к зубам. Она просто очень и очень вкусная.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.